Добрый вечер. Сегодня у нас третий день трансформации, третий день пути, и это исцеление. Вы должны сегодня исцелить в себе, интегрировать в себе темные и светлые стороны ваши, материю и дух, физику и тонкие энергии. Поехали. Будем делать расклад. Так, золотой путь души, третий день. Это исцеление, глубинное исцеление всего вашего тела, как тонких тел, так и грубого физического тела. Давайте посмотрим. Да, потому что вы должны обрести равновесие и баланс в себе. А для чего? Ну, потому что в борьбе, в войне невозможно жить. Вы в войне сейчас, у вас клюют вороны. Пятерка мечей, пятерка кубков. Полная разочарованность вообще жизнью, на своего пути, куда я иду, зачем я иду, куда это. Понятно, многие распрощались со статусом, либо вот-вот распрощаются со статусом жены, императрица. Уходите отсюда. А если до мальчиков? Вы чувствуете, как ваша женщина, она ушла. И это все по справедливости, именно потому, что вы постоянно с ней боролись. Ну, она разочаровалась, она ушла. И опять карта исцеления. Вам нужно это исцелить. А зачем это исцелять? Потому что вы много вложили в эти отношения, в этот путь. Вы много вложили. И ждете результата, активного шанса на проявленность своей силы внутренней. Сейчас вообще не знаете, как вам идти по этому пути. У вас завязаны глаза, более того, вы в плену находитесь, в обстоятельствах, которые вас сжимают, не с теми людьми, не в том месте, как будто связаны по рукам и ногам. Но у вас есть шанс, и он появляется с этим раскладом. У вас появляется шанс на начать новую жизнь. Как раз-таки исцеление через ваши чувства будет идти, через ваше чувствование, не через разум, да. И это ощущение в себе самом или в себе самой чистой любви, чистого вот этого, чистых эмоций. Задолбались, все просто задолбались уже так жить. На дне жизни тяжело это тащить. Тяжело тащить догмы, тяжело тащить то, что уже нужно уже бросить это. А вы все тащите. А что вы тащите? Зачем? У вас все равно новый путь открывается вот сейчас. И этот новый путь к вашей распаковке в вас, большой личности, с большой буквы. Этот человек, он одиночка пока, но он обретает свою самоценность. И он выходит в победителей.
после разочарования, после того, как его душа кричала от боли, когда сердце было разбито в хлам, вы обретаете свою целостность, вы наполняетесь эмоциями любви, чистой любви, вы наполняетесь этой энергией исцеления, которая исцеляет все ваше тело, все ваше существо. Смотрите, ребят, вы прошли очень много. Девочки меня слушают, мальчики меня слушают. Вы прошли очень большой путь, где било хорошо так по голове, то есть каждый раз на одни и те же грабли. Так, это. Так, сейчас распакуем. Вышел император. Любовь. Это кто повешен? Тот, кто был повешен? Да, девушки распаковывают в себе. То есть у них взлетает самооценка в нормальную траекторию. То есть не когда вы по шкале минус там 51 уровень, а когда вы в высокой, но адекватной самоценности себя. Я личность с большой буквы. Я двигаюсь, я постоянно совершенствуюсь, я что-то делаю для того, чтобы продвинуться на своем пути. И для мужчины, как я распакую это, вы, мужчины, приходите в свою стабильность. Знаете, вот высшая ипостась мужчины – это император. Вот вы сейчас превращаетесь в настоящего мужика, вот просто. Потому что в вас это распаковывается посредством любви, и только этого. Ваше сердце открывается навстречу любви, вы выходите из повешенного, где вы висели долгое время, и вы идете к празднику своей жизни со своей любимой женщиной. У вас новое начало, новая коммуникация, новое взаимодействие. Опять же, через самоценность. Сейчас распакую. Сейчас время получать дары с небес, а также даровать благодарность, даровать людям, которые вас окружают. То есть это равный обмен, опять равный обмен. Потому что очень многие не умеют, не принимают. Во-первых, не умеют любить, не принимают любовь, либо не умеют проявлять эмоции, не умеют в материи. Это как-то материально, я имею в виду не в финансах, а даже своей любимой женщине, например, действительно начать о ней заботиться, поступки какие-то совершать, действия. Все какие-то вот... Вы этому учитесь только сейчас, потому что у вас постоянно было состояние повешенного. То есть я люблю, но, блин, я висю. Так. Ну, вы идете в счастье, в свое счастье, в союз по любви. Я это так скажу. Многие уже отвернулись от этого. Какая-то холодная позиция, что у женщин, что мужчины чувствуют, что их любимая женщина, она отвернулась просто. Она в своем деле, то есть она действует, двигается. Девушки, тоже на себя примеряйте. Я не могу перескакивать постоянно мужчин и женщин. Меня просто все смотрят, и мужчины, и женщины. Вот, давайте на себя как бы примеряйте. Холодная позиция, постоянно через разум, много работает. Женщина. Ага, собрали свой ресурс, наконец-таки. Прекратили его разбазаривать и обрели стабильность. И вот он, тут как тут. Холодный император.
Подождите, сейчас. Значит так, сейчас поток информации такой. Многие сейчас ретроградный Меркурий идет, возвращение бывших. Будьте осторожны, потому что эти бывшие, они не с благими намерениями, они вам помешают на вашем пути и с какой-то опять хитростью, с каким-то предательством, короче, с ножом за спиной. Вам нужно от этого ограждаться полностью, вот практиками своими, своим движением на этой земле, прекратить витать в облаках, но и защищать себя, уметь защищать себя, свои границы. Потому что у вас по судьбе совсем другие партнеры. Что у мужчин, что у женщин. Совсем другие. Да, это те люди, которые пошли в путь, в свой путь души, не побоялись этого пути. И по этой лестнице вверх, постоянно совершенствуясь, чему-то обучаясь, они как бы карабкались вверх и получали очень ценные знания, даже через мои расклады. Произошло обнуление. То есть сейчас перед вами чистый лист вашей жизни. И вы можете начать с чистого листа. Познавая эту глубину, но вы в материи уже начинаете двигаться как маг. Вы сотворяете сейчас своими намерениями, своими мыслями, своими чувствами всю свою Вселенную. Выбор опять, выбор. Все, прекратили выбирать, наконец-таки, Господи. Прекратили выбирать, вы просто действуете. У вас прекратились качели, потому что у многих были качели, карусели бесконечные. Куда я иду? Нет, я не иду. Сегодня я иду, а завтра я не иду. Нет, все, это прекращается, и вы действуете. У вас прям активное движение. А почему? Потому что разрушение произошло. Все, башня, кранты. Прежние жизни, прошлых жизней, вы поняли, что это ад. Я заканчиваю этот ад. То есть, я иду к своей звезде. Своя звезда — это свое заветное желание. Это предназначение. Это высокая мечта. Это человек, к которому вы стремитесь. Но это все, понимаете, это так далеко, и вам кажется, что это так далеко. Да, это миллион световых лет. Доберутся? Доберетесь. Вы придете к истинному, глубинному, ценному очень союзу, счастливому союзу, процветающему. С человеком по судьбе, с этой звездой. Вы знаете, о ком я говорю. И если вы этого человека не знаете, он придет. Сейчас чихну. Сейчас чихну. Через перерождение вашей души. Вот сейчас высший суд пришел уже. Это высшие силы пришли. И сейчас будут вам помогать. Да. Обретать глубинные тайные знания, чтобы провернуть свое колесо судьбы, наконец, начать новый этап. Опять борьба. Что борьба-то опять, через тернии к звездам, через тернии к своей истинной любви опять. Все те, кто слушает этот расклад, у вас через любовь открываются перспективы. Через любовь. Любовь может быть как к другому человеку, так и распаковка вас самих
глубинной любви к всему мирозданию. Потому что вы мечтали об этой любви. Вы мечтали и долго к этому шли. В иллюзиях болтались многие. Да. А вы сейчас распаковываете в себе силу. Силу, такую вот первозданная мощь. Когда человек стартует, и он делает. Вот вкупе с этими картами у вас сейчас просто очень глобальные перемены идут. Вас самих. Вы на уровне ДНК становитесь другими. Вы больше не жертва. Вы не хотите. Да, вы больше не жертва. Вы в трансформацию пошли. Молодцы. Вы просто все это подчистую снесли все свое прошлое. Просто смерть этому. Смерть прошлому, да. И новый шанс. Новый активный шанс. Это жезловый шанс. Это огонь. Это в вас самих огонь. И он вам дан, и вы двигаетесь с ним. И еще и огненный шанс и мечевой шанс. Мечевой — это мысли. То есть вы своим решением сейчас просто-таки перерубаете вообще линию, как будто полноводная река. Вот знаете, вот ваша жизнь — это как река. Вы сейчас течение этой реки поворачиваете абсолютно так, как это задумано вообще Творцом, именно для вашей души. Через обучение, через распаковку в себе новых знаний, через то, что вы слушаете мои расклады даже, через практики какие-то свои, через наработки. Ну, то есть вы двигаетесь, вы наконец-то вскочили на свою колесницу, вы двигаетесь. Из состояния мудреца вы выходите в мир, вы завершаете своего отшельника. Боже, наконец-то! Вы завершаете вот этот период отшельничества, познавания себя, а куда я иду, а где мой путь, вот этого вот состояния, когда вас похоронили. Ну, вообще, как бы, предки рода тоже могут похоронить, если вы не так действуете. Потому что был период полнейшей стагнации, апатии, печали, залипания в прошлом, прям зависание, залипание в прошлом. И вы идете в расцвет своей жизни, опять в солнце, а это луна. Ребята, это произойдет в полнолуние. Очень быстро. Вот полнолуние у нас 30, по-моему, 1 августа, если я не ошибаюсь. Да, 31 августа полнолуние. Именно в этот день у вас произойдет рассвет вашей души. То есть вы вступите как бы в этот путь. То есть вы уже по нему идете, да, слушая эти расклады, но именно в полнолуние у вас, как сказать, распакуется вот это глубинно, в вас что-то поменяется. Потому что вы выбор сделаете. А какой выбор они сделают? Выбор, куда бежать? Дьявол, чё? Вы убегаете от зависимостей. Смотрите, вот как. У вас есть выбор. Именно в полнолуние у вас есть выбор. Либо я бегу в дьявола, который меня приводит в боль. В полнейшую боль просто. Когда смысла вообще жить нету. Либо я убегаю в исполнение своих желаний. В наполненность себя чувствами. Вот так. Давайте посмотрим, как должно произойти ваше исцеление.
что-то сказать нужно или сделать нужно. Давайте посмотрим. А решительно защищая свои границы, с огненным мечом наперевес. Вы врываетесь в свою новую жизнь, распаковывая в себе силу. Силу, внутреннюю силу, вашу ценность внутри себя. Две карты сразу. У многих есть мечта, глубинная мечта о партнерстве, об истинном партнерстве. И мужчины, и женщины все хотят именно быть, нормальные люди, я имею в виду, адекватные, хотят быть в истинном, крепком и счастливом союзе, где гармония, где пара, истинная пара, где мужчина и женщина, они любят друг друга, где они дополняют друг друга, где они соединяются. Вот эта божественная пара, как раз таки синергия, когда происходит в космосе. У вас сейчас, вот именно сейчас у вас стартует ваша ракета. Да, на вашем пути судьбы. Вы сейчас просто выбираете этот путь. Вы выбираете, следовать ли иллюзорным, кем-то нарисованным макетом судьбы, вот как оно должно быть. И начинаете по списку, знаете, шаблон как будто есть. Либо вы действительно поворачиваетесь в сторону своего будущего, смотрите на свой корабль, начинаете танцевать свою жизнь, начинаете чувствовать, глубинно чувствовать в себе, распаковывать эту чувствительность. Многие же как замороженные, просто реально видят, что уже все разрушается, и все равно продолжают смотреть. Вот у меня все разрушается под фундамент моей жизни, а я просто смотрю. Да, вы смотрите, многие из вас подвержены зависимости, многие из вас под сущностями ходят. Ребят, не удивляйтесь, такой сплошь и рядом. И я это снимаю, все это. Обращайтесь. Так. Как маленький принц. Так, куда? У вас разрушение идет. Разрушение ценного. То есть было прошлое, да? Был дом, стабильный дом, семья была, возможно. Многие просто сейчас после разводов, после расставаний, после того, как наконец выбрали себя. Потому что вы идете к истинному партнерству, к любви своей вы идете. Вас уже не устроит просто как надо, вас не устроит, как знаете, по шаблону жить. Но зато мы 50 лет вместе. А толку-то? Вы хотите цвести, вы хотите пробудить в себе силу, вы хотите считывать поток Вселенной, вы хотите в этой Вселенной, в этой жизни чувствовать эти вибрации, понимать, куда мне, туда, сюда, куда мне повернуть, кому пойти. Так, будьте осторожны, сейчас именно будет вас искушать дьявол. Искушение дьявола – это атака на вас других людей. Прямым текстом. На вашу пару, кстати, тоже. Угу. Те, кто прикидываете вашим другом или проявляют как будто дружелюбие, как будто участие в вашей жизни, эти люди вас приведут в одиночество. Да, в абсолютный холод. Смотрите, здесь женщина в одиночестве сидит, мечтает она
о галактиках, о взаимодействии. А здесь мужчина в холодном мегаполисе. Вы сейчас вступаете на этот новый путь, в этот портал. Вам он открывается. Итак, перспективы самые радужные. Но нужно пройти через это. Через трансформацию вам надо пройти, ребята, все равно. Через вот эту боль надо пройти. Перерождение, у вас перерождение идет. Ну, то есть это прохождение через родовые пути, извините. Ну, вот так. Карты говорят. Это разрушение прежних устоев, прежних каких-то паттернов, которые не работали. Потому что вы сейчас владелец, вы сейчас с этим огненным шансом в руках, вы сейчас творите свою вселенную и свою судьбу. Вы сейчас идете к своей звездности, к своему предназначению через партнерство, не боясь того, что кто скажет, не боясь вступить на этот новый путь. Да, и у вас идет соединение с источником. Прям напрямую с Творцом у вас коннект идет. Это что? Ой, ребята, будут мешать. Будут мешать. Дьявол не дремлет. Как им надо это исцелить? Скажите, пожалуйста. Обнулиться, прыгнуть в космос. Прыгнуть в космос без страховки. Сейчас у вас этот шанс. Прыгнуть в космос без страховки. Еще раз. То же самое. Прыгнуть в неизвестное. У вас только факел в руке. Все. Вы не знаете, что вы встретите там. Потому что через только прыжок в неизвестное вы встречаете свою любовь. Соединяетесь со своим партнером, партнершей. Сейчас от тебя, человек, который меня слышит, зависит все. Твоя жизнь зависит от тебя. Нельзя идти в новое на старом корабле. Нельзя так делать. То есть тащить за собой прошлое. Оставим его там. То есть, как мы исцеляемся? Вот она, карта исцеления. Итак, вы берете пачку соли. 3 дня вам нужно это делать. Первый день пачку соли прям либо на себя высыпаете, либо в таз с водой высыпаете пачку соли. И туда ноги свои, то есть стопы свои омываете, потому что вы сейчас должны идти по чистому пути. Ваши стопы слишком завязаны метафорически, то есть вы не можете двигаться как будто бы. Вроде бы понимание есть, а двигаться не могу. То есть вам нужно очистить именно свою физику, физическое свое тело, ментальное свое тело, энергетические все тела. Итак, вы погружаете свои стопы в эту воду соленую, в эту соль, и говорите следующие слова. Своему партнеру, с которым вы жили долгое время. Вы говорите: прости меня за мои негативные чувства, эмоции, за мою злость, за мои ожидания от тебя какого-то результата, за то, что я слишком долго позволяла, либо позволял себе находиться в этом союзе, где мне было плохо. Прости меня за то, что я испытывал, либо испытывала к тебе. И перечисляйте, что вы испытывали к этому человеку.
боль, разочарование, гнев, обиду и так далее. Я благодарю тебя за все те уроки, которые ты дал мне. Я благодарю тебя за этот отрезок пути, который мы прошли вместе. Я благодарю тебя за любовь. Я благодарю тебя за детей, если есть дети. Но сейчас я иду по своему пути. Ты мне ничего не должен, я отпускаю тебя. Ты свободен. Но и я свободна, либо свободен. Переворачивайте на себя. Я иду в свой свет, я иду в свой путь, я иду в свое исцеление. Я иду в свое исцеление. Я хочу быть счастливым человеком. Я исцелен, я счастлив, я свободен. Я исцелена, я счастлива, я свободна. Вот такую практику вам надо сказать. Смыть с себя эту соль, довериться жизни. Я говорю вам, в полнолуние это произойдет у вас. Перерождение. Как будто, знаете, душа будет отлетать, но ощущение такое будет. Может быть, не очень приятное ощущение, но да, многие попрощаются со своим детством, со своими детскими травмами, я имею в виду вот что. Что-то там в детстве произошло такого, от чего вы принесли в эту реальность сейчас, когда вы взрослый человек, и вы задыхаетесь сейчас. Вам нечем дышать. Почему? Почему? Потому что борьба была. Вы видели только борьбу, вы не видели нормальных отношений, например. Потому что постоянно сражались в одиночестве. Потому что вы видели темные вещи, вы видели дьявола, вы видели насилие, вы встретились с самой тьмой. А что это им даст? Этот путь, это прохождение, что это им даст? Для чего им вообще нужно слушать этот расклад? Цветение, игривость, слышание внутреннего голоса, голоса души. Вы выходите, потому что вы исцеление. Посредством этого расклада вы поворачиваетесь в сторону своей души и выходите из состояния пленника, когда вы были сжаты, буквально сжаты в гармонию, в обретение исцеления на всех уровнях бытия, исцеления тонких тел. Еще пару карт. Внутренняя земля. Вы как будто этими раскладами, серией этих раскладов, вы поворачиваетесь к своей душе наконец лицом, вы ее чувствуете, вы слышите ее, вы говорите с ней, вы обретаете свою внутреннюю землю. У вас новые решения приходят, начинания. Вы становитесь лидером. У вас новый путь открывается вашими шагами. Веди, а не следуй. То есть вы начинаете вести. Потому что вы через эти расклады распаковываете в себе чувствительность
энергетическая целостность у вас происходит, интеграция духа и материи, светлого и темного, вас самих, тьмы и света. Энергетическая целостность, когда вы чувствуете чувства других людей. Вы как звездные эмпаты, то есть вы как будто будете слышать других людей как свою звездную семью, так скажу. Да, вы не одни, вы будете ощущать, что даже если сейчас в физической реальности вы в одиночестве находитесь, в изоляции, допустим, но физическая связь все равно существует между вами и вашим человеком. Он есть, он на этой планете есть, и для вас он есть, и вы общаетесь через ваши сны, через души ваши, через энергию. Потому что у вас есть два предназначения, которые вы должны реализовать в этом воплощении. Это служить другим, служить всему миру и работником света быть. Вот так. Воином света, работником света. Мы на пути. Завтра продолжение будет.